Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 22 октября, сегодня воскресенье. К сожалению, сегодня по энергетике будет один из самых тяжелых дней, поэтому обязательно сегодня в любое время откройте, выйдите на улицу и посмотрите на небо. Таким образом, вы можете попросить всего того, что вам нужно, а также ваш день пройдет намного легче. Почему сегодня тяжелый день и на какие моменты обязательно стоит обратить внимание? Давайте, друзья, далее будем с вами более подробно разбираться. Итак, сегодня у нас с вами 22 октября, сегодня у нас с вами воскресенье. Сегодня у нас с вами растущая луна, 8 и 9 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что луна в знаке зодиака Козерог до 9 утра 6 минут по московскому времени. Далее переходит в знак зодиака Водолей. Что же этот день несет в себе? Почему в этот день энергетика будет достаточно тяжелая? Дело в том, что сегодняшний день, он очень опасен. И энергетика этого дня, она крайне отрицательно влияет на человека. При этом для кого-то этот день пройдет в каких-то иллюзиях, для кого-то этот день пройдет в обманы, в заблуждениях. Кому-то в этот день кто-то увидит наоборот какую-то правду, от которой от него скрывали достаточно долгое время. И здесь вам нужно быть очень морально готовыми к тому, что в этот день он, знаете, вскрывает те минусы, которые есть в вашей жизни. Поэтому, если вы сегодня попадете в какую-то такую передрягу, в какую-то ситуацию, в которой вам будет неприятно, вы должны ее просто принять и поблагодарить высшие силы, поблагодарить за то, что именно в этот момент, в этот день это произошло с вами. Конечно, человек не хочет принимать очень много в свою жизнь негатива, но именно этот день, он учит нас по-другому смотреть на мир. Также сегодня очень важно, чтобы вы не смотрели на внешнее зло. Почему? Потому что когда вы смотрите на другой мир, на людей, то, как они, возможно, несут негатив, вы осознанно или неосознанно начинаете брать эту энергию и к себе. Этого не стоит делать, поэтому если вы видите, что вам сегодня на протяжении дня что-то не нравится, что-то вам дискомфортно, отказывайтесь от этого. Помните о том, что каждый из нас может отказаться от тех или иных моментах. Кроме того, сегодня люди, к сожалению, подвержены и страхам, тревогам, мрачным мыслям. И сегодня очень важно, чтобы вы сознательно очищали себя, свои помыслы. Думали о тех желаниях, которые вы транслируете в этот мир. И поэтому, если вам что-то не нравится, вы на кого-то обижены, вы чем-то недовольны, ни в коем случае не отправляйте разрушительные негативные программы к другим людям, потому что они вернутся обязательно к вам. Также сегодня люди, к сожалению, склонны к конфликтам. И те люди, которые считают, что не они совершили ошибки, что это во всем виноваты другие люди, также люди сегодня могут перекладывать и ответственность за свои промахи на других людей. Поэтому сегодня ваша задача быть достаточно мудрым, быть спокойным, уравновешенным и стараться как можно меньше реагировать на тот негатив, который, возможно, будет поступать в вашу жизнь. Что же касательно бизнеса и денег, то сегодня очень вероятны осложнения на работе. В делах будет трудно достичь и гармонии, и взаимопонимания. Поэтому сегодня избегайте возникновения любых напряженных ситуаций, вне зависимости, где вы находитесь, в общественном транспорте, на работе, дома. Дело в том, что сегодня люди настроены недружелюбно. Любое слово, сказанное вами, может трактоваться совсем по-иному. И пока вы объясните, докажете, что вы имели совсем другое, может пройти достаточно много времени. Поэтому, чтобы такого не было, все-таки старайтесь быть более корректными и тактичными. Также в этот день не стоит проводить какие-либо финансовые операции, потому что есть риск стать жертвой обмана и мошенничества.
Также сегодня не стоит брать кредиты, сегодня не стоит отдавать долги. Ни в коем случае сегодня не подписывайте никакие финансовые документы. Обращаем на это ваше особое внимание. Также сегодня хорошо в этот день постараться прощать людей, которые вас в чем-то обидели, возможно, вас чем-то огорчили. Почему? Потому что именно этот день вы должны вот этот негатив, который, возможно, у вас есть, вот эта деструктивная энергия, ее лучше от нее отказываться. Даже если вам сложно попросить у человека это прощения, по разным причинам, вы просто возьмите и начните проговаривать, что вы его прощаете. Просто отправляйте лучики света тому или иному человеку. Вы видите, как ваша жизнь будет постепенно изменяться. Что же касательно здоровья, то мы сегодня просим вас обратить внимание на грудной отдел, а также на предупреждение межреберной невралгии и стенокардии. Сегодня вероятно отравление и интоксикации. Сегодня болезни, которые будут начинаться, вы знаете, весьма трактуются как серьезные, потому что предупреждают о том, что вы выбрали неверный путь своего духовного развития. Поэтому, пожалуйста, сегодня будьте внимательны и будьте осторожны по отношению к себе, к своему здоровью. Что же касательно стрижки волос, то сегодня неблагоприятный день для стрижки волос. Это может повлечь за собой и ухудшение здоровья, и всевозможные заболевания. Поэтому, если есть возможность, лучше наоборот отмените стрижку волос. На что еще стоит обращать внимание? Сегодня очень хорошо изучать, получать какие-то знания. При этом это может быть связано с чем угодно. Это может быть с вашей основной профессией. Возможно, у вас есть хобби. Это может быть что-то связанное, например, даже с кулинарией. Неважно. Если вы хотите и стремитесь это изучать, то обязательно в этот день старайтесь уделять внимание. Также обращаем ваше внимание, что в этот день не стоит начинать ничего нового. Лучше заниматься завершением начатых ранее дел. Также обращаем ваше внимание, что в этот день остерегайтесь пролить молоко и также старайтесь не смотреться в зеркало или, по крайней мере, намного меньше смотрите в зеркало. Все-таки опасный тяжелый день, он может на вас в этот день достаточно сильно повлиять. Помните, пожалуйста, об этом. Также на что еще, друзья, стоит обратить внимание? На что, друзья, еще нужно сегодня в этот день вам обязательно обратить внимание? Это общение с начальством, с руководством, со своими партнерами. Лучше сегодня вообще не обсуждать что-либо, не говорить. Знаете, почему? Потому что этот день не предполагает для обсуждения. Люди друг друга не слышат, и это может приводить к определенным не очень хорошим ситуациям. Поэтому, чтобы такого не было, в любом случае, все-таки воскресенье лучше перенесите это на уже понедельник, на вторник, но никак не сегодня. Вот такой достаточно тяжелый день. Обращаем ваше на это особое внимание. Также касательно места работы, лучше сегодня не менять место работы. Лучше подумайте, лучше изучите новые предложения, но в этот день не делайте никаких таких активных действий. То же самое касается с недвижимостью. Сегодня лучше такие действия, связанные с покупкой, с продажей, обмены, вообще лучше перенести на более благоприятное время. Также, что касательно выяснения отношений, то день совершенно не подходит для выяснения отношений, потому что, еще раз повторим, люди не слышат сегодня друг друга, люди сегодня склонны к конфликтам, люди стремятся переложить ответственность за свои промахи на других людей, и это приводит к тому, когда люди не слышат друг друга, не понимают, и это приводит к не очень хорошим ситуациям. Также сегодня один из самых неблагоприятных дней для
для зачатия. Что же касательно физической нагрузки, день очень хорошо подходит для физических нагрузок, полезно выполнение даже силовых упражнений. Также в этот день хорошо заниматься ремонтом, перестройкой жилья, планированием, но в то же время день не подходит для работы на кухне. Здесь мы имеем в виду делать генеральную уборку на кухне, например, планировать мебель и так далее. Сны, которые приснятся в этот день, могут быть неприятными, тяжелыми и даже страшными, но, вы знаете, им не стоит сегодня в этот день придавать никакого значения. Далее давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 22 октября. Итак, вы знаете, выпала карта, вы знаете, недаром сегодня достаточно тяжелый день, даже сама карта, сама подсказка от Архангела Михаила говорит нам об этом. Карта называется «Абстрагируйтесь от ситуации». О чем эта карта нам говорит? Эта карта говорит о том, что в той ситуации, в которой вы сейчас оказались, вы не можете смотреть на эту ситуацию, на эту проблему объективно, потому что вы запутались, вы не знаете, что вам делать, куда вам идти и так далее, и так далее. И карта говорит о том, что в данном этапе жизни сделайте шаг назад и постарайтесь уделить больше внимания себе, своему окружению. Возможно, те люди, которые есть в вашем окружении, они сегодня вам обязательно помогут. И сегодня вам нужно стараться поменьше быть с эмоциями, потому что именно эмоции смогут в этот день, 22 октября, даже с вами сыграть злую шутку. Также будьте осторожны с людьми, которые, возможно, будут вести себя неадекватно, что-то говорить. Это очень важно. Старайтесь сегодня как можно меньше вообще вовлекаться в какие-либо ситуации, особенно конфликтные ситуации. Старайтесь сегодня как можно меньше общаться с теми людьми, которые несут негатив, которые несут конфликтные ситуации в вашу жизнь, в ваш дом и так далее. Постарайтесь сегодня уделить внимание себе, возможно, отдохнуть, возможно, посмотрите какой-то интересный фильм, почитайте книгу, пообщайтесь с самыми родными и близкими, теми людьми, которые действительно вам дороги и им будет с вами интересно. Также в этот день не идите на поводу у других людей. Другие есть люди в вашем окружении, которые пытаются вами манипулировать, пытаются вас заставить, чтобы вы совершали те или иные шаги. Ваша задача не разрешить им этого действия. Также вы сегодня обязательно должны проявлять сочувствие, но есть одно но. Не принимайте ни в коем случае чужую ношу. Помните о том, что каждый в этом мире идет со своими определенными задачами. Если вы берете какие-то обязанности, помогаете кому-то, когда человек вас не попросил, вы начинаете нести чужой крест. Нужно вам это? Точно нет. Также попросите сегодня у высших сил, у Архангела Михаила очистить вашу внутреннюю энергию. И также, если вы сегодня можете оказаться в какой-то нездоровой ситуации или в каких-то нездоровых отношениях, оставляйте эту ситуацию. Она вам на данном этапе жизни уже не нужна. Вы прошли определенный этап, и вам нужно двигаться дальше. Ну а молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, 22 октября, друзья, звучит следующим образом. Архангел Михаил, прошу тебя использовать свой огненный меч, чтобы отсечь страхи и драмы, таким образом, чтобы можно было сконцентрироваться на знании, что мир повсюду во мне и сложившейся ситуации. Обращаем ваше внимание, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Обязательно сегодня прочитайте эти слова, они вам могут помочь. Также, как мы сказали ранее, ввиду того, что сегодня самый тяжелый день, проведите следующую практику. Возьмите, вам нужно выйти на улицу и посмотреть в небо, и сказать нужно следующие слова. К Вселенной обращаюсь, счастьем и удачей заряжаюсь. Все мыслимые и немыслимые блага приглашаю. Пусть помощь придет неведомыми путями. Слова чистого сердца говорю, у Вселенной поддержку прошу. Истина.
Эти слова очень сильные, они вам сегодня на протяжении дня будут помогать. Но не забывайте во время того, как вы будете произносить эти слова, смотреть в небо и представлять себе, как с неба сыпется на вас энергия изобилия, достатка, благополучия, всего того, что вам действительно важно и нужно. Друзья, вот такой у нас с вами сегодня день, 22 октября, воскресенье. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, услышимся в следующем видео.